Собирай тарелки, сейчас будем вторую перегонку делать. Протирать, высушивать и собирать. Это барботаж, это в флейту нашу вставляется, тарелки медные. И здесь будет бурлить спирт, флегма будет меняться, стекать. Сейчас посмотрите, красиво будет очень. Вообще прям шоу будет, настоящее шоу. Я говорю, ну когда барботаж идет, очень красиво вообще. Смотрите, народ, значит, мы спирт сырец весь залили в куб, вот с той бочки, 102,5 литра. Поставили насосик на самых маленьких оборотах. Здесь импровизированная угольная колонна. Обычная царга, я ее набил углем. Ватные тампоны снизу сверху поставил. И оно потихонечку всю ночь углевалось, фильтровало обратно внутрь. Сейчас вот это все отключим. Поставим сюда флейту. Уберем дистиллятор и будем перегонять уже вторую конечную перегонку. Потом зальем это в бочку и будет у нас бурбон почти готов, короче. Все, отключаем насос. Закрываем это все дело. Сейчас будем сливать все, что здесь осталось в этот. Чтобы ни капли не потерять нам нашего драгоценного продукта. Итак, у нас в кубе 102,5 литра 38-градусного спирта сырца. Мы добавляем 42 литра воды. И общая спиртозность была 38%. Нам нужно 27-28% спиртозности. Лучше всего фракции разделяются при 27-28% алкоголя. Ну, то есть, когда разбавлены с водой. Замерять мы будем по водомеру, самому обычному, очень удобно. Наши 42 литра. Вода у нас проходит много стадий очистки. Значит, она проходит через смолу специальную. Потом через уголь, через соль, это бак с солью стоит. Ну, вначале идет жесткая очистка, потом конечная мелкая очистка уже идет от всего. Ну и в итоге мы получаем очень чистую, качественную воду. Итак, воды мы практически набрали, осталось 5 литров буквально набрать. Сейчас будем снимать этот дистиллятор. Вторую перегонку мы будем делать на нашей флейте, на колпачковой колонне. Ну все, готово. Сейчас будем включать нагрев и параллельно все собирать. Флейту соберем, дистиллятор этот снимем и будем перегонять потихонечку головы. Ну, в общем, покажу. Есть, хорошо. Все, начинаем сборку нашей флейты. Ставим наши тарелочки. Смотрите, значит, сливные тарелки на каждом этаже надо ставить друг напротив друга, чтобы флегма прямиком не стекала. И если одну тарелку мы ставим сливным колпачком в эту сторону, то следующий этаж мы будем собирать наоборот. То есть будет спереди. Покажу чуть позже. Тут напротив ставится. Стоять, бояться. Нормально. Так, это у нас туда, это сюда. Все, готово. Включаем подогрев наш. Мешалочку можем включить.
Включаем ручной режим и ставим 100%. Сейчас 100% мощности работает. Итак, народ, смотрите, пошли первые капли, у нас колонна наша вспотела. Сейчас выключаем, у нас нагревали на 100% мощности, падаем на 25%. 4-дюймовые колонны работают, я работаю на 3-4 киловаттах, чаще на 3. То есть ставим 25% мощности, это ровно 3 киловатта. И включаем, подаем воду в дефлегматор, чтобы колонна начала работать на себя. Подаем воду на дефлегматор. Ждем, колонна начнет работать на себя. Как только стабилизируется, на всех тарелках будет равномерный барботаж, потихоньку начнем отбирать головы. Дали воду на дефлегматор. Ждем, пока стабилизируется работа колонны. Как только мы увидим равномерный барботаж на всех тарелках наших, значит, мы потихонечку будем убавлять количество воды в дефлегматоре, меньше делать, подавать на холодильник и отбирать маленькой струйкой мизерной головы. 2,5 литра с нашего объема мы будем отбирать голов. Там по запаху будем, по пробе ладонной будем пробовать это все смотреть. Уже когда пойдет, покажу. Итак, у нас уже около 20-25 минут колонна работает на себя. Работа стабилизировалась, идет равномерный барботаж. Сейчас будем добавлять воду, давать на холодильник. Потихонечку убавлять на дефлегматоре, регулировать тоненькой струйкой, отбирать голову. Температура у нас наверху колонны, в верхней точке, начинает подниматься. Сейчас начнется отбор голов. Первые капельки побегут у нас. Народ, небольшой лайфхак. Значит, обрезал 5-литровую бутыль, 5-литровую, вставил кусок губки, сделал дырки, все спиртометры, винометр, термометр, все в одном месте, очень удобно. Достал, воткнул. То есть поменял сейчас 70-100 у меня спиртометр стоит в попугае. Упадет, когда мы поменяем, какой нужно, вставим. Очень удобная штука, пользуйтесь. Смотри, Толян. Вот оно, струйка в капле переходит обратно в струйку. Очень маленькой струей тихо отбираем головную фракцию. 2,5 литра нам нужно ее отобрать. И будем отбирать тело, сердце, кто как называет, самое вкусное. То, что пьем, употребляем внутрь непосредственно. Народ, делаем ладонную пробу. Пару капелек дистиллята берем с отбора. На ладошку растираем. И нюхаем, оно сразу показывает. Запаха ацетона нет, уже идет хороший дистиллят. Отобрали мы наши головы. Сейчас будем переключать вот в эту емкость и отбирать уже вкусняшку. Спирт будем отбирать наш этот бурбончик. И прибавляем, значит, скорость отбора. Поставлю 33, немножко быстрее. Посмотрим по скорости отбора, по спиртуозности. Будем отбирать в районе 88-85. Все, народ, вот сейчас у нас пошел бурбон. Все, вот это будет заливаться в бочку. Мы это разбавим до 63,5 градусов. Тут будет крепость там за 70 будет. Добавим немножко воды, разбавим по норме до 63,5 градусов крепости и зальем вот в эту бочечку. 60 бутылок у нас будет бурбона. Вообще четко. И друзьям хватит, и нам хватит. Я не знаю, про запас что-то оставим. А закончится, перегоним еще сделаем. Народ, вчера так получилось, уже в 3 ночи заснул я во время перегонки. Но благо успел 20 литров тела уже отобрано было, убрал в другой бутыль. Сюда мы пустили чуть хвостов, поэтому это мы добавлять в бочку не будем. Короче, вот это и вот это у нас пойдет хвостами, голов 2,5 литра. Всего 20 литров дистиллята, поэтому мы просто туда 10 литров добавим воды, сейчас замерим спиртозность, и зальем это в нашу бочку. А вот это в срез добавим при следующем перегоне, когда будем делать бурбон. Добавим туда и все.
Сейчас сольем это вот в этот бочонок, померим спиртуозность и добавим потом туда 10 литров воды. Запах сейчас пошел просто чумовой, народ. Начал сливать я. Кукурузкой пахнет. Прозрачный, слеза. Реально пахнет капец. Сейчас замерим спиртуозность. Восемьдесят 85-86 градусов примерно у нас дистиллят получился. Добавим 10 литров воды, замерим еще раз для себя просто градус и зальем это. Смотрите, включил я воду, чтобы застойная, которая в шланге, она сейчас выйдет. И мы с фильтра 10 литров чистой питьевой воды с хорошим pH, там уже отрегулировано, нальем сейчас сюда. Долили ровно 10 литров воды, залили сюда. Идем смешивать. Некоторые говорят, что надо спирт на воду лить. Я пробовал по-разному в своей жизни. Разницы никакой нету, тем более мы будем долгое время в бочке выдерживать. Спирт женится, жидкость стала белая. Сейчас это все пройдет, немножко поднимется температура, она снова станет прозрачной, когда женится это все дело. Перемешаем. Сейчас замерим конечную спиртуозность. Ничего не видно глубоко. Нальем в мензурочку и померим спиртуозность. Там спирт еще женится. 60, ну около 60, вот так. 60 градусов, 61 там, да? 61, 62 градуса. То, что надо. Все, заливаем в бочку. Разлил? Да. А я левой рукой можно буду наливать? Хоть хуем. Что она льется мимо? Ну она с этого течет. Пропитываешь бочку? Ну да. На капли, ну что, чтобы Чтоб не ждать. пахло. Сейчас, ну, потеряем там 50 грамм. У нас вот там достаточно, 30 литров. Опять свои 50 грамм теряешь. И вкусно пахнет так вообще. Угу. Не передать, кстати, да. Бочка не протекает. Да нет, вроде нормально. Я вот недавно на вулканизацию возил, латки ставил, там дырки все залатали. А, ты про деревянную бочку? Да. Нет. Я думал, ты про пластмассовую. Деревянная нормальная, в ней вино 2 года было. Она вощенная, вообще проблем никаких с ней нет. 2 недели мучений. Ну не мучения, это же наше удовольствие, это наше хобби. Ну 2 недели времени потратили. Так, поехали. Ой, ёпти, опять это тяжелая работа. Ой. На вымя не наступи. Тяжело. Сейчас полегче станет. Конечно, это ж не фотоаппарат держать, блин. Тут потяжи. Ого. Так, сейчас кто-то договорится. Мимо не лезь. Готово. О, закончили работу нашу. Ждем теперь пару-тройку месяцев, а лучше 3-4, и будем дегустировать. Так, это сюда. Барабанная дробь. Так, так.